Приветствую всех на своем канале, меня зовут Фархад. Сегодня я готовлю казан-кабаб. Это традиционное узбекское блюдо, готовится оно из баранины и картофеля. Для этого блюда можно использовать абсолютно разную часть туши баранины, но лучше всего для этой роли подходит корейка либо ребра. Первым делом нужно замариновать мясо. Для этого я использую специи, такие как черный перец молотый, зира, сушеный розмарин, соль и острая паприка. А также мне понадобится для этого один помидор, один лук, несколько зубчиков чеснока и кашниш. Лук, помидор, чеснок и кашниш мы нашинкуем очень мелко. После добавления всех специй к мясу, их нужно аккуратно перемешать с мясом, накрыть крышкой и убрать на час-полтора в холодильник. Пока мясо маринуется в холодильнике, мы берем курдюк и нарезаем его пластинами толщиной примерно 1,5 см. Курдюк я режу в замороженном виде, так как так он удобнее режется. Мясо у нас замариновалось. Теперь выкладываем весь курдюк на дно казана, аккуратно, чтобы заполнить все дно. Поверх курдюка мы выкладываем картошку. После того, как я выложил всю картошку, сверху я посыпаю солью.
И уже поверх картошки выкладываю замаринованное мясо. Только после того, как я выложил все ингредиенты в казан, я начинаю разжигать дрова. Таким образом нужно подождать 5-10 минут, чтобы дать курдюку растопиться при максимальном огне. Курдюк у нас растопился, и теперь мы добавляем 100 грамм подсолнечного масла и около пол-литра воды. Теперь накроем казан крышкой и будем томить казан-кебаб в течение 1,5 часа при минимальном огне. Прошло 1,5 часа, пришло время открывать казан-кебаб. Как вы можете видеть, это блюдо достаточно простое в приготовлении, но это еще не все. Следующим этапом мы вытаскиваем мясо и всю картошку. После этого мы убираем почти весь бульон из казана, заново добавим в него 100 грамм растительного масла и увеличим интенсивность огня до максимума. Как только масло накалилось, мы обратно выкладываем в казан всю картошку. Картошку нужно будет аккуратно обжарить в казане в течение 5 минут до золотистой корочки.
Добившись золотистой корочки, картошку нужно убрать из казана. Теперь добавим в казан извлеченные ранее мясо и курдюк. И также обжарим их до золотистой корочки. Вот и все, казан-кабаб готов. Теперь выкладываем мясо и курдюк поверх картошки, посыпаем луком и можно подавать к столу. Приятного аппетита!